Всем доброго времени суток. Вот Mercedes V210 универсал. Жалобы клиента на то, что не работает кондиционер. Произведем запуск, проверку. Mercedes, как слышим, дизельный. Включаем кондиционер. Обдув пошел. Здесь холода нету. Смотрим, запустился ли компрессор. Компрессор, мне кажется, не запустился. Мушка компрессора, как видим, стоит на месте и не двигается. Возможно, отсутствует прием системы кондиционера. А возможно, есть какие-то электрические неисправности. Выключим. Ну, для того, чтобы проверить наличие фреона, нам надо воткнуть манометр. Берем редуктор. И проверяем давление в системе. Вот заправочный штуцер. Штуцер, так скажем, разрежения. И как видим, давление 0. Давления нет. Значит, нужно произвести опрессовку системы. Найти утечку и только потом заправлять фреон. Итак, вот это наш вакууматор. На входе и на выходе присутствуют силикогелевые фильтры, дабы не загнать влагу в систему. И закачиваем давление, тем самым проверяем целостность системы. Итак, закачали вот 10 килограмм на сантиметр. И начинаем проверку всех соединений мыльным раствором воды. Начнем со штуцера. Здесь можно сделать вот так. При таком давлении он покажет утечку. Будут дуться пузыри. По-моему, как в нашем случае мы наблюдаем. Нет, пузырей нету. Давайте вниз посмотрим. Вон есть нижние соединения радиатора, где чаще всего и происходит утечка газа. Но здесь тоже ничего нет. Никакой пены не наблюдаем. Вследствие утечки должна появиться густая пена, так как это концентрированный мыльный раствор. Проверяем соединение на компрессоре. Светим подручными средствами и наблюдаем, что утечки и на компрессоре не присутствует никаких мыльных пузырей. Вот как раз видно в глубине кадра.
Все нормально. Возможно, при замене радиатора основного двигателя спустили и фреон мастера. Не смогли без отсоединения системы кондиционирования. Ну и заключительный момент, который постоянно, я смотрю, забывают. Это нужно снять. Посмотрим на манометр, последние показания. Вот. 10,1. По верхней шкале наблюдаем. Шкала, как мы успеваем заметить, в килограмм на сантиметрах. Поближе зеленая. Читаешь? О. Снимаем заправочный штуцер. Как можно быстрее это делаем, чтобы меньше потерять давление в системе. И повторяю, при такой манипуляции наливания воды, заливания, точнее, воды в штуцер, в дальнейшем нужно будет обязательно штуцер осушить, дабы ни миллиграмма, ни сотых доли грамма не попало в систему кондиционирования. Это может привести к поломке компрессора. Да? Теперь запускаем двигатель и проверяем работоспособность системы. Причем запуск должен быть кратковременным. И вы услышите, как сработает муфта на компрессоре. Запускаем кондиционер. Опускаем эти. И идем быстро смотреть муфту. Все печально. Компрессор не запускается. Итак, давление в системе присутствует, но компрессор не запускается. Поскольку здесь система кондиционирования диагностируется, нужно подключить к ремонту сканер, продиагностировать систему. Это будет долгая история. Так что встретимся, когда мы найдем ошибки. Вот. Смотрим. Температурный датчик внутри автомобиля не влияет. Внешний температурный датчик тоже не влияет на запуск компрессора. Датчик температуры внешнего обмена тепла, левого обмена тепла и правого обмена тепла тоже не влияет. Вот он, наш камень преткновения. Датчик давления хладагента B12. Так. Насос циркуляционной нагревательной воды. Это значит, вот здесь насос у нас стоит, а он отсутствует. Но эти ошибки, здесь нам только одна вот эта вот ошибочка влияет на показания. Ну что, будем добираться до датчика, произведем его замену или осмотрим, может, провода отгнили. Итак, датчик давления хладагента находится вот здесь, на бачке ресивера хладагента. Вот его штекер трехконтактный. Вот он находится вот здесь. Почему-то он влажный. Видимо, утечка через датчик и происходила. Надо проверить. В это место мы не залили пену. Итак, проверяем на утечку. Соединение. Итак, пены не наблюдаем. Значит, утечка отсутствует. Заменяем датчик и производим диагностику еще раз. Итак, вот произвели замену датчика. Датчик взяли бэушный. Благо у нас в Шымкенте
С запчастями на Мерседес проблем нету. И смотрим. Стерли предыдущие ошибки. Читаем неисправности заново. И как мы видим, неисправность по датчику давления флотагента отсутствует. Значит, система должна запуститься. Сейчас закачаем, опрессуем еще раз. Проверим на утечку, не потекает ли датчик. И будет тестовый запуск. Итак, конечно, так делать не совсем желательно, но на секунду можно включить и проверить, дабы не заправлять фреон напрасно. Давление у нас, разрежение появилось, упало, как вы видели, почти до 3. Сейчас нормализуется, компрессор запустился. Всему виной был датчик и мастера, которые спустили фреон, так как утечки мы не обнаружили. Переходим к заправке. Итак, любая заправка должна начинаться с вакуумирования, дабы извлечь абсолютно весь воздух из системы. Перед этим мы включаем шланг разрежения, подсоединяем вакууматор, запускаем и ждем, когда наше давление упадет хотя бы на минус 1,5. Вот произвели вакуумацию. Отключаем вакууматор. Обязательно при утечке фреона, особенно на старых машинах, нужно произвести дозаправку масла. Поскольку сейчас в системе полный вакуум, мы можем произвести дозаправку масла таким способом. Дозаправляем мы специальное масло для компрессоров, универсальное, под 134 фреон. Подходит не всем, но немцам подходит. Итак, открываем манометр на редуктор. Краник открываем, короче. И все у нас само засасывается. При этом контролируем, чтобы не засосало воздух. Чтобы в систему не попала влажность. Масло гигроскопичное, то есть впитывает влагу. Чем быстрее вы его заправите после распаковки, тем лучше для самой системы. Вот она потихоньку засасывается самой системой. Здесь 70 грамм для доливки. Это то, что доктор прописал. Проверено временем. Пауза. Итак, фреон Клималайф 134. Перед заправкой нужно его обязательно взвесить. Так как объем системы у нас ровно килограмм. Весы электронные, почти Сарториус. Вот, 14 200. Значит, 13 200 должно быть после заправки. Заправку производим в незаглушенном, в незаведенном состоянии. Так вот, залилось, заправилось всего лишь 800 грамм. 800-700 с лишним. Дальше не лезет. Нужно завести, запустить компрессор и дозаправить уже на рабочем двигателе.
Еще чуть-чуть. И вот килограмм заправлен. Теперь берем термометр электронный и смотрим. Вот как видите, воткнув термометр в воздушный дефлектор, мы наблюдаем стремительное падение температуры. Вот такие вот умные слова мы знаем, как оказалось. Ну и посмотрим, на что способен наш кондиционер в турбодизеле 2.2. Ну, 206, 207 при температуре на улице 28-29 градусов.